Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на обзоре вот такая вот беспроводная петличка. Я ее купил взамен вот этой, которую вы видели у меня на одном из предыдущих видосов. У меня с этой петличкой, вот с этой, со старой петличкой случилось большое несчастье, но путем обращения к знакомому электронщику вопрос решили, но решили уже после того момента, как я купил Ulanzi J12. Поэтому у меня теперь есть и та петличка, и эта. И давайте мы, может быть, их сегодня сравним. Как раз будет понятно, чем петлички отличаются друг от друга. А с этим микрофоном у нас в коробочке непосредственно была сама вот эта штучка. На самом деле у этого чехольчика есть как раз плюс, благодаря которому такая же беда, как с предыдущим микрофоном, не случится. Сейчас я расскажу, что с ним случилось. Также есть коробочка, в которой лежит вот такой не очень длинный USB-C кабель. У этого микрофона есть хорошее большое преимущество, связанное с тем, что у него сам чехольчик является зарядным устройством для беспроводных микрофонов, и он же не дает вам, как это называется, нанести травму вашему микрофону. Именно что случилось с моим старым микрофоном. Небольшая предыстория, да, и сразу будет понятно, почему я взял с коробочкой и почему я говорю, что это очень хорошо. Он у меня лежит вот в этом мягком чехольчике, вот, и он у меня лежит в чемодане. И получилось так, что по ходу то ли я коробочку прижал, то ли еще что-то, но вот эта пипочка, она отломалась от платы, и микрофон просто работать перестал, то есть он перестал определяться, а этот, соответственно, перестал все это видеть. И благодаря одному из комментаторов у нас на видео, когда он спросил, что же случилось с тем микрофоном, я подумал, а действительно, что же с ним случилось? И показал эту штучку знакомому электронщику, который сказал, нефиг делать, давай приноси. Припаял, все работает, так что у меня теперь этот микрофон живой. Он будет сейчас у нас как эталонный, потому что мне он очень нравится по звуку. Вот. И мы посмотрим сейчас как раз, чем отличается Ulanzi J12 от него. Для экспериментов я буду использовать точно такой же iPhone. В смысле, он будет один и тот же для обоих микрофонов. По очереди буду втыкать туда-сюда и будем разбираться. Для записи буду использовать приложение, которое называется ProMovie. Все его помнят, я уже 1000 раз его показывал. Сначала я покажу, как это работает с микрофоном, который у нас является эталоном. Так, засунули, включили. Устройство ввода звука USB 2.0 нашелось. Вот типа так. Так, проверим, что оно определилось. USB 2.0 девайс определился. И давайте-ка посмотрим, как он пишет. И вот сейчас вы слышите звук вот с этой петлички. С этой петлички, да, вот видите, она горит синеньким. С этой петлички сейчас вы слышите звук. Раз, два, три, четыре, пять. И, в общем, ситуация такая, что микрофон все-таки желательно, чтобы был вот с такой вот коробочкой, потому что эта коробочка достаточно жесткая. Она не то, что достаточно жесткая, ну, кулаком ее сломать вообще невозможно. Сейчас уже записали мы где-то 46-48 секунд звука. Давайте сейчас переключу на вторую петличку, и вы послушаете звук со второй петлички, и я попутно расскажу, что еще есть в этом микрофоне такого прикольного, забавного, почему я его выбрал. Подключаем микрофон. Вот у нас, кстати, обратите внимание, что я взял систему с 2 микрофонами, потому что кто видел мои видосики, тот знает, что да, часто мне приходится брать интервью. Достаточно неудобно, когда у тебя один микрофон, допустим, вот типа такой. Вот, кстати, да, контрольный звук вы слышите сейчас с боя. Это петличный микрофон, обычный проводной микрофон, вот такой, который про него делал я обзор, поэтому вы можете посмотреть. Звук с него вообще самый шикарный, я поэтому сейчас никакие другие микрофоны не пользуюсь. У него в комплекте 2 микрофона и коробочка с зарядником. То есть эта коробочка сама на 800 мАч. То есть я так предполагаю, что где-то на 2 заряда комплекта микрофонов ему хватит. И да, кстати, если вам не нужно сразу 2 микрофона пользовать, тоже есть плюс. Вы можете один микрофон
батарейку посадили, схватили второй микрофон, этот пока в зарядку, и пока у вас процесс идет, вы можете прямо в поле заряжать второй микрофон. Итак, у нас есть, получается, опять-таки модуль, который втыкается в сам телефон, и микрофон. Давайте подключаем. Модуль замигал красным цветом. И вот смотрите, загорелся зеленым цветом этот USB аудио 1.0. То есть на самом деле этот микрофон уже изначально по характеристикам как бы лучше. Но я не уверен, давайте по звуку посмотрим. Пошла запись. Пошла запись этого микрофона, и попутно что есть на этом микрофоне. У него есть три уровня шумоподавления. Шумоподавление вам нужно для каких целей? Снимаете вы на улице, да, снимаете вы в каких-то шумных помещениях, и надо каким-то образом выдергивать голос из вот этого всего общего пространства. Система шумоподавления это позволяет, и в принципе рулится достаточно просто. То есть вы нажимаете на кнопку, один раз на кнопочку. Вот он отморгал. Это первый уровень шумоподавления. Первый уровень шумоподавления, раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышно, я не знаю, но судя по индикаторам, слышно меня хорошо. Второй раз нажимаем. Второй уровень шумоподавления. Уровень шумоподавления на втором уровне, он как бы более, с одной стороны, много вырезает звуков лишних, а с другой стороны он коцает голос. Это тоже очевидно. Вот. И третий уровень шумоподавления, короткое нажатие на кнопочку, и мы получаем третий уровень шумоподавления. Да, он самый качественный с точки зрения убирания всего лишнего, но с другой стороны вот этот звук вокруг у него весь пропадает. Есть у него еще одна интересная функция, которую я на самом деле не понял, нафига она нужна, вот совсем не понял. Это реверберация. Так, реверберация. Нажимаем 3 раза на вот эту кнопочку. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. Он моргнул каким-то светом. Вот на самом деле, кстати, да, у приложения надо было сразу слушать, мне бы параллельно было бы это, наверное, правильно. Реверберация у этого микрофона есть, нафиг надо, не знаю, но по факту вот показал. Коробочка аккуратненькая, микрофончик сам по себе очень аккуратненький. Давайте-ка я выключу эту реверберацию. Раз, два, три. Все. Ни реверберации, ничего больше нету. Никаких спецэффектов. Вот это чистый звук с этого микрофона. Я уже потестил его на самом деле до того, как снимать это видео. Я звуком вполне доволен. Микрофон забавный, с точки зрения звука вообще прикольный. То, что у него есть в комплекте две микрофонные части, да, 2 микрофона, это тоже прикольно, потому что можно записывать с них одновременно, но они оба записывают на один моноканал, поэтому не надо думать, что это стереомикрофон, но тем не менее приколюха. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте нажимать лайк, колокольчик. Не думайте, что я совсем пропал. У меня есть еще целая куча всяких разных каналов. Вот, к сожалению, редко у меня появляются такие забавные штуковины, поэтому немножко редко видосы на этом канале. Но, тем не менее, я буду стараться делать их почаще, поэтому подписывайтесь, нажимайте лайки, колокольчики, пишите комментарии, если у вас есть вопросы. А с вами был Амир Гумеров. Всем удачи и всем пока.